Резной сосновый свадебный сундук с петлями ручной ковки в форме бутонов тюльпана. Буфет ореховый, 16 век, Франция. Декорирован картушами в виде герм и грифонов. К великому прискорбию лишь в 19 веке. Пара дубовых горок, фламандский стиль. Верхняя секция с двумя дверцами, на которых вырезаны антропоморфические фигуры и кариатиды. Что-то не так, мистер Олдман? Это что-нибудь ценное? Если вы пожелаете мне любезно предложить это в дар, я с благодарностью приму. Я не припомню этот предмет. На первый взгляд, это полусгнившая деревяшка, но, полагаю, много веков назад она могла быть миниатюрой. Лучшее предложение. Добрый вечер, мистер Олдман. Как ваши дела? Благодарю, хорошо. Администрация и персонал Стайрекс выражают вам наилучшие пожелания, мистер Олдман. С днем рождения, мистер Олдман. В этом году наш шеф-повар приготовил в вашу честь десерт по древнему рецепту эпохи Возрождения. Марципановый торт с горьким миндалем. Наслаждайтесь. Он вам не по вкусу, мистер Олдман? Как раз наоборот. Но рождение мое только завтра. Сейчас лишь 22:35, а я весьма суеверен. Будем считать, что я его отведал. Итак, до послезавтра. Директор папских музеев будет признателен вам за звонок. Для подтверждения авторства Челлини, я полагаю. Заключение в любом случае готово. И здесь гора подарков. Что мне с ними делать? Отправьте все ко мне домой, кроме мобильных телефонов. В этом году только один. Хорошо, все усвоили, что я их не терплю. Если вы не изменили свои привычки, вам придется ответить самому, Вёрджил. Это первый звонок в ваш день рождения. Традиция? Алло? Прошу, поверьте, у меня нет желания отнимать ваше время.
Кто говорит? Это снова Клэр Иббетсон. Умоляю, только не вешайте трубку. Вы ведь секретарь мистера Олдмана, так? Это не столь важно. Вы можете говорить со мной. Видите ли, я никого не знаю, я совсем одна. Извините, мисс Иббетсон, но это не благотворительная служба. Я не сумела толком объяснить. Мне не часто приходится разговаривать с людьми. Поверьте, вы родились под счастливой звездой. Разговоры с людьми весьма губительны. Однако- Как бы то ни было, вы позвонили, то есть отважились рискнуть. Речь идет о мебели на вилле моих родителей. Их почти год. Понимаете? Понимаю. Наследство громадное. Я слышала не раз, как его называли невероятно ценным. Есть редкостные вещи, включая картины. К сожалению, у меня нет фотографий. И что же? Честно говоря, я еще не решила, но мне бы хотелось провести... Как это называется? Провести оценку? Именно. Поэтому я и хотела поговорить с мистером Олдманом, назначить встречу. А мистер Олдман имел счастье с вами познакомиться? Нет, он не знает меня. Но я о нем много знаю. Первичную оценку проводят помощники мистера Олдмана. Минутку, я вас соединю. Возможно, я недостаточно ясно выразилась. Мне надо поговорить с мистером Олдманом лично. Мистер Олдман ни при каких условиях ее не проводит. Видите ли, перед самой кончиной отец говорил мне, что если я решу все продать, то аукционную продажу следует доверить мистеру Вёрджилу Олдману. По мнению отца, он лучший. Продано! Дамы и господа, с особым удовольствием представляю лот номер 231. Древний телескоп-рефрактор, который сконструировал итальянский ученый Галилео Галилей. Он по-прежнему в рабочем состоянии. Мы открываем торги с 1 миллиона евро. 1 100 000. 1 100 000, 1 200 000, 1 300 000, 1 400 000 по телефону, 1 500 000 в заднем ряду, 1 600 000, 1 700 000, 1 800 000, 1 900 000, 2 миллиона евро, 2 миллиона евро. Будьте здоровы, или вы поднимаете. 2 миллиона евро, 2 миллиона 100 000, 2 миллиона 300 по телефону, 2,5 могу продать, 2 700 за 2 миллиона 700 000. Кто больше? Последнее предложение. 2 миллиона 700 000 евро. Продано. Поздравляю, сэр. Лот номер 232, ученик Бориса Григорьева. Жажда. Масло, холст 60/70 уйдет тому, кто предложит больше. 1000 евро, 2000 евро, 3000 евро. Подняли до 4. 5000 евро онлайн. 6000 евро, 7000 евро, 8000 евро, 9000 по телефону, 10 в дальнем ряду, онлайн 11 000, 12 000, 13 онлайн, 14 000, 15 000. Это не очень полезно для моей шеи. За 15 000 евро. 20 000, 20 000 евро. Кто больше? Продано. Хороша, правда? Да. Весьма. Ты не упускаешь случая, верно? Кто подлинный автор? Янский. Умер еще молодым в конце 30-х. Выдающийся русский пейзажист. Помимо множества пейзажей, он еще написал 3 портрета. Только 3 за всю жизнь. И это вот один из 3. Двойная.
Устроит? Давно мы знаем друг друга, Верджил. Довольно давно. Нам всегда этот трюк удавался. Раз за разом. Помнишь Эмиля Хансена? Кроме тебя никто не догадался, что он взлетит в цене. Портрет его матери мы заполучили почти даром. Увели из-под носа той кучки идиотов. Он теперь стоит целое состояние. Сокрушаешься, что не получил больше? Мы когда-нибудь с тобой обсуждали вопрос денег? По совести говоря, никогда. Что было хорошо тебе, то и мне не дурно было, старый ты зануда. Главное, чтобы ты был доволен. Меня удручает лишь то, что я не сумел тебя убедить. Мои картины – свидетельство большого таланта художника. Любовь к искусству и умение держать в руках кисть еще не делают человека художником. Нужен внутренний свет, а этим Билли ты обделен. Ты прав. Двойной оплаты недостаточно. Чудовищный пример дурного тона. Позвольте мне объяснить, я пыталась Замолчите, дозвониться вам в офис, этому но- нет оправдания. Я пыталась Впредь ко дозвониться мне вам не в офис. обращайтесь, уяснили? Но никто не отвечал, а номера вашего мобильного у меня Не нет. пользуюсь я мобильным телефоном. Та женщина вам снова звонит. Пошлите ее к черту. Она плачет, она в полном отчаянии. По делам ей. Ее сбила машина, когда она направлялась к вам. Тем хуже для нее, меня это не касается. Она говорит, что была без сознания, лежала в луже крови, когда подъехала скорая. Ну хорошо, поговорю. Да? Вёрджил, пожалуйста, простите меня. Я ни в коей мере не хотела проявить к вам неуважение. Ничего серьезного, надеюсь? Нет, к счастью, ничего. Завтра меня отпустят. Хорошо. Желаю вам скорейшего выздоровления. Мы могли бы договориться о новой встрече. Прошу вас. Хорошо. Но предупреждаю, я направлю ассистента. Надеюсь, того, с кем я говорила в прошлый раз. Прошу объяснить. Объяснить довольно сложно. Однако я сразу поняла, что тот голос мог принадлежать только вам, мистер Олдман. Удивительно, не правда ли? Нам кажется, мы сможем восстановить все лицо, часть ее одежды и левую часть заднего плана. Невероятно. Но что заставило мистера Олдмана думать, будто... Какой это период, по-вашему?
Пока не могу сказать. Возможно, мистер Олдман сумеет разобраться в этом лучше и быстрее нас. Это подделка. Но как это возможно? Она бесподобна. Я не сказал, что она уродлива, лишь то, что это не подлинник. Но первичный анализ дерева и пигмента позволяет предположить 17 век. Я бы сказал даже еще раньше. Тогда она чего-то Это стоит. работа Виллианте, копиистки 16 века. Она подделывала шедевры, но подписывать их женщинам не разрешалось. И она помечала их своим особым кодом, скрытым в складках ткани или, как в данном случае, в зрачке объекта изображения. Световой блик в уголке – не что иное, как буква «В», то есть Виллианте. Она стоит чего-то, но сумма несопоставима со стоимостью оригинала. Вы помощник мистера Олдмана? Да. Я Фред, здешний сторож. Рад познакомиться. Прошу в дом. Благодарю. А где мисс Иббитсон? Мисс Иббитсон приносит свои извинения. Ночью у нее поднялась температура. Нужно было меня известить. Я бы поберег свое время и не приехал. Передайте ей мои наилучшие пожелания. Мисс Иббитсон сказала, что вы можете приступить к оценке. Она мне все вам велела показать, дом в вашем полном распоряжении. Пойдемте. Вообще-то, мисс Иббитсон надеялась увидеть вашего босса. Не имеет значения. В конце концов, ваша хозяйка тоже не появилась. Справедливо. Да и мы, бедные трудяги, скорее без них управимся. Тут беспорядок. Все приходит в запустение. С тех самых пор, как у мисс Иббитсон умерли родители. Поднимемся наверх. Как давно умерли владельцы? Потому как все выглядит, можно подумать, что давным-давно. Но на самом деле всего лишь год назад. Первой ушла миссис Иббитсон, а за ней спустя 45 дней бедняга мистер Иббитсон. Вы тут осматривайте все, не торопитесь. Я только шторы раздвину. В этой комнате столько окон. Пыль. У мисс Иббитсон есть другие родственники, сестры, братья? Никого, единственное дитя. Она замужем? Нет. Была когда-нибудь? Где уж нет. Я думаю, она и дружка-то не завела. Дядюшки, тетушки, кузены, кузины? Нет, никого. Насколько я знаю, мисс Иббитсон одна на всем свете. Там много комнат. Мне так и не удалось пересчитать их все. Кто-нибудь другой уже проводил тут оценку? Нет, какой там, вы первый. Мисс Иббитсон очень привязана к этому дому. По мне, так уж чересчур. Она бы предпочла ничего тут не трогать. Но что поделать? Империя рушится. Женщине одной не справиться. У нее нет намерения и дом выставить на продажу? Этого я не знаю. Может, половину. Вряд ли она захочет продать его целиком. Какой работой занимается мисс Иббитсон? Не могу сказать. Я имел дело только с ее отцом. Можно ли заглянуть в подвал? Вот сюда. Надо спуститься вниз. Входите.
Даже не знаю, что это. За столько месяцев нашего знакомства ты ни разу не сдался. Я наблюдал, как из самых неприметных железяк ты создавал удивительные прекрасные вещи. Оптические или арифметические устройства, водяные часы, даже тот прибор, которым, возможно, сушила свои локоны супруга Жюля Верна. И вдруг спасовал. Я поражен, что такого знатока искусства, как вы, привлекла банальная железяка. Мое любопытство вызывает даже не сам предмет, а его алогизм. Алогизм? На секунду. Я его нашел в таком положении. Он лежал на сыром полу, а ржавчина только на кончиках зубцов, но не с той стороны. И какой же вывод? Бесспорно, предмет там пролежал не очень долго. Возможно, он ржавел где-то в другом месте, или кто-то взял его и перевернул. Вот, собственно, и все. Обычное упражнение на дедукцию. Ну как, Роберт, получилось? А ты что, сомневалась во мне, а? Теперь все работает безотказно. Я перекинул с пленки на диск. Ты гений. Сколько я тебе должна? Нисколько. Может, угостишь меня как-нибудь обедом? Заметана. Дай поцелуй. Давай. Очень рад. Это я умею лучше всего. До свидания. Всего хорошего. Вильям Адольфо Бугро. Рождение Венеры. Подлинник. Умберто Веруда. Искренность. 1890. В последнее время в городе только о вас и говорят. Я надеялась увидеть вас по телевизору, но вы... Я не люблю этого, предпочитаю быть в тени. В этом мы с вами похожи. Это не значит, что мы сможем договориться. Мой помощник не застал вас. Как вы узнаете, что художник станет знаменит и интересен коллекционерам? Интуиция – та самая, которая подвергает сомнению ваши намерения. Простите, если я произвела на вас такое впечатление, но ведь я доверила вам свое имущество. Но это не серьезный разговор. До начала работы по оценке имущества подписывают договор. Это длительный процесс, и если вы не удосужитесь со мной встретиться, то он может и не запуститься. Приступайте к оценке, мистер Олдман. В первый же день я встречусь с вами на вилле, и мы подпишем договор. Даю вам слово. Уберите бумагу, пожалуйста. Хорошо? Будьте осторожны. Я не совсем уверен, но похоже Германия. Австрия. Осторожней с этим. Договоренность была на 8:30, уже 11. Она не отвечает по мобильному, но раз обещала, то придет. Кажется, пианино не нуждается в реставрации. Согласен, но нужно проверить клавиши, а у нас нет ключа. Вот он, пожалуйста. А в прошлый раз не было ключа. Хорошее состояние. Мистер Олдман, вы мне со шкафом не поможете? Итальянский книжный шкаф из цельной древесины. Первая половина. Кто это разбил? Никто, мистер Олдман. Так уже было. Кто живет в этой части дома? А что? Я заметил изменения. Даже не могу объяснить. Мистер, извините, я не знаю, как вас называть. Я думал, совершенно неважно, кто я. Уверяю вас, тут никто не живет. Пусть так, но если до полудня не появится хозяйка, то мне не останется ничего другого, как свернуть работу и покинуть дом. Мистер Олдман, прошу вас. Мисс Иббитсон. Алло? Мистер Олдман? Мистер Олдман, вы меня слышите? Мистер Олдман? Даже не знаю, как извиниться. Представляю, что вы должны думать Хотя бы обо избавьте мне. меня от своих оправданий. Прошу, позвольте Я мне не сказать. притронусь к вашему имуществу без подписанного договора. Это ясно? Будьте столь любезны, оставьте его на столе в холле, и он будет подписан. Я принимаю все ваши условия. Да, но я не принимаю ваших. У меня нет привычки сотрудничать с фантомом женщины вздорной и глупой. Я понимаю всю меру вашего недовольства, мистер Олдман. Но прошу вас, поверьте, в этом не было умысла. Это лишь цепь неудачных и непреднамеренных происшествий. И что же у вас сегодня случилось, мисс Иббитсон? Угнали мою машину. Мне пришлось идти в полицию и писать заявление. В какой полицейский участок вы ходили? Тут что в центре города. А где именно в центре? На главной площади. Какой площади? Вы здесь, мисс Иббитсон. Что это значит? Что вы хотите этим сказать? Вы здесь! Я не понимаю. Я не понимаю.
понимаю. Если вы здесь, немедленно выходите. Объясните мне суть нелепой игры, которая меня отнюдь не забавляет. Позвоните мне сегодня после 9. Я все объясню. Тот же материал, та же техника исполнения. Это части единого целого, не сомневаюсь. Нет ни знака, ни маркировки, ни надписи. Ни черточки. Я убрал ржавчину с той детали и максимально вычистил. Вот, смотрите. Совершенно ничего. Почищу эту, но на первый взгляд ничего такого. Что обнаружил? Техника крепления колесиков к оси старая, очень старая. Я никогда не видел ничего подобного. Вот, смотрите. Это 18 век. Мы наткнулись на что-то стоящее. Можешь хотя бы предположить, что это? Только 3 фрагмента из мозаики маловато, мистер Олдман. Последние годы оба супруга много болели. Тогда уже дом пришел в запустение. Мистер Иббитсон говорил, что рано или поздно надо будет что-то продавать. А мисс Клэр какого возраста? 26-27. Что вы еще можете добавить о ней? Да почти ничего. Мы ведь с ней мало общались. Я ее и не знаю толком. И это при том, что вы работали у супругов Иббитсон больше 10 лет? Ну, 11, если быть точным. С ней мне почти не приходилось иметь дело. Мы время от времени разговаривали, но признаюсь, что... Что? Я ее ни разу не видел. Как такое возможно? Честное слово, ни одного раза. Но от чего? Потому что мисс Клэр страдает каким-то странным, непонятным недугом. Алло? Добрый вечер, мисс Иббитсон. Я ждала вашего звонка. Поверьте, я не желаю с вами ссориться и прошу прощения, что был груб сегодня. Это не важно. При том, что я готов возобновить свою работу, в то же время я не могу позволить, чтобы продолжался этот дурной розыгрыш. Я хотела сказать, чтобы вы прекратили ею заниматься. Приношу извинения за доставленное беспокойство. Пришлите мне чек для оплаты ваших расходов. Доброй ночи. Лот 93, Виллианте, портрет дамы, первая половина 16 века. Копия с портрета молодой девушки Петруса Кристуса. Заявленная стоимость 20 тысяч фунтов. 22 тысячи. 22 тысячи. 24 тысячи. 26 по телефону. В зале 28. 30 тысяч. 35, спасибо, сэр. 40 тысяч по телефону. 45, благодарю. 50 тысяч. 55 тысяч. 60 тысяч. 65 тысяч по телефону. 70 тысяч. За 70 тысяч. Кто даст больше 70 тысяч? 75 тысяч. 80 по телефону. Кто больше? Уйдет за какие-то 80 тысяч. За 80 тысяч фунтов. 90 тысяч фунтов. Кто больше? Продано. Спасибо, сэр. Я тоже предложила 90 тысяч фунтов. Мистер Олдман не мог не заметить. Мистер Уистлер предложил 90 тысяч фунтов, и он был единственным. Они предложили одновременно. Миссис Дерейн подняла цену раньше. Она предложила первой, я видела. Как нам поступить, мистер У меня самая большая в мире коллекция ее подделок. Я засужу вас. Ты замешкался, отсюда весь сыр-бор. Нужно было поспешить с предложением, но ты опоздал. Ты не поспевал за мной, спаси Господи. Старуха была позади меня. Будь она на виду, я бы поторопился. Ты хватку теряешь. Может, ты прав. Возможно, я уже не тот, что прежде, но это не первая наша потеря. Оплошности случались, но ты еще не впадал в такое исступление. Да просто это не копия, это был подлинный шедевр Петруса Кристуса. И цена его 6 миллионов фунтов. О, черт возьми. Прости, мне ужасно жаль. Но и потерю подлинного Ван Гога ты не воспринял так болезненно. Что происходит, Вёрджил? 642, 729, 918, 1011, 1119,
1320. 1404. Что желаете? 1581. Чаю, спасибо. 8109. 8725. Прости, милая, 8625. 8725. 8725. Смотри внимательнее, полудурок. Черт, права, не 600, а 725. Вот молодец. Сэр? Я как следует почистил специальной жидкостью и изучил миллиметр за миллиметром. И смотрите, что обнаружил. Вакансон? Глазам не верю. Жак Вакансон, создатель механических игрушек. Я писал о нем диплом, когда был студентом. Непостижимо. Вроде его самый известный автомат-андроид умел даже говорить. Все верно. Люди платили, чтобы задать ему вопрос. Андроид головой двигал, кивал и давал ответ. Готов поспорить, кто-то прятался внутри. Лилипут, к примеру. Как в эссе Эдгара По «Шахматный аппарат доктора Мельцеля». Не исключено, поскольку никто не сумел толково объяснить, как андроиду удается отвечать правильно. Разумеется, то, что он говорил, это был явно какой-то фокус. Но он всегда говорил то, что нужно. Принесите мне все детали, и я обещаю, что соберу точно так, как было у Вакансона. Ничуть не сомневаюсь, но я упустил шанс заполучить недостающие части. Но они должны быть в том же месте, где вы нашли эти. Мне достаточно 80% элементов. Остальное я сумею восстановить сам. Все не так легко. Простите, мистер Олдман, это моя девушка. Сара! Сара, это мистер Вёрджил Олдман. Очень приятно, Сара. Мне тоже. Роберт столько о вас рассказывал. Я думал, у молодежи более вдохновляющие темы для бесед. Не хотите пойти с нами перекусить? Весьма заманчиво. В другой раз. Благодарю. Ладно, не будем настаивать, но вы пообещали. Пока. До свидания. Отмени поездку в Нью-Йорк. Скажи Алферсонам, что встреча состоится здесь. Но ведь эту встречу мы назначили. Ну а теперь передумали. Что, проблема? Я понял, мистер Олден. Клэр Иббитсон снова звонила. Что ей нужно в этот раз? Хотела узнать, не придете ли вы сегодня. Приду? Куда? На виллу Иббитсонов. Куда же еще? Я очень признательна, что вы приняли приглашение, мистер Олдман. Как вы узнали, что это я? Фред хромает, а вы нет. Признаться, я не думал, что вы пожелаете меня видеть. Знаю, вы не терпите моих оправданий. На вашем месте я бы чувствовала тоже. Говоря по совести, как бы мне выразиться? Говорите прямо, не беспокойтесь. Не буду отрицать, ваши причуды меня несколько утомили. Надеюсь, все же не слишком сильно. Но я бы хотела извиниться за свое поведение. Типичное для вздорной и глупой женщины, по вашему выражению. Почему вы регулярно избегаете встреч со мной? Ничего личного, поверьте.
Невозможно сотрудничать с тем, кто вызывает у вас столь глубокое отвращение, что вы отказываетесь даже взглянуть ему в лицо. Это нелегко объяснить, когда знаешь, что тебе все равно не поверят. Если бы я не поверил, то не пришел бы сюда в прятки играть. Я почти не общаюсь с людьми. И уже довольно давно. Не вижу в этом ничего необычного. У всех бывают моменты, когда толпе предпочитают одиночество. Я не покидала дом с 15 лет. Я не понимаю, извините. Вы все прекрасно понимаете. Это моя комната. Если кто-то находится на вилле, бродит по дому, я закрываюсь здесь. Я всегда так делала. Даже когда родители были живы. Я их почти не видела. Я ни с кем не вижусь. В чем причина? А в чем причина того, что вы всюду ходите в перчатках? Это лишь вопрос гигиены. Не вижу связи. Вы боитесь прикасаться к людям, вам противно дотрагиваться до их вещей. А я боюсь находиться среди людей. По-моему, наш личный выбор весьма схож. Вы призываете поверить, что за 12 лет ни разу не прошлись по улице? Вижу, вам известен мой возраст. Ну, что-то тут не сходится. Затворники никогда сторожа не нанимают. Я выхожу побродить, если уж вам так интересно. Но только по дому, когда здесь никого нет. Теперь это часто бывает. Но на улицу никогда не выхожу. Одна мысль об этом меня парализует. Надеюсь, сейчас вы меня понимаете. И надеюсь, что вы окажете мне профессиональную услугу. Даю вам слово, мисс Иббитсон. Вы вправе назначить гонорар по своему усмотрению. Я вам слепо доверяю. Оставьте договор на столе. В следующий раз вы найдете его подписанным. А теперь прошу простить, я очень устала. Помимо неравнодушия к моим перчаткам, что побудило вас снова позвонить? Я был с вами не очень любезен. Меня подкупило то, как вы вчера смотрели на мой дом. Из бара напротив. Вы нашли отсутствующие детали. Пока тебе придется довольствоваться только этой. А сколько бы стоил такой автомат, если бы мы собрали его и запустили? Представь очень-очень солидную сумму. Ты ее представил? Ну да. Возможно, ты ошибся, занизив ее. Вам удается сказать очень много, не сказав ничего. Сочту это комплиментом. Если все пойдет, как я планирую, ты получишь весьма значительное вознаграждение. Я не хотел все сводить к деньгам. Это большая честь для меня. Где вы эти раритеты отхватили? В антикварном мире существует четкая установка. Никому не выдавать свои источники. Есть еще шестеренки, самая большая в том углу. Соберите в одном месте, я потом сам внесу их в опись. Хорошо. Подсвечники. Период? 17 век. Сколько? Пара. Мистер Олдман. Мистер Олдман, Да. что вы решили насчет мебели в этом крыле? Пока мы на стадии составления описи, а после этого вы скажете, что мне исключить. Спасибо. Знаете, мисс Иббитсон, я ежечасно думаю о вашей ситуации. Сожалею, что занимаю ваши мысли. Не в этом дело. Я все думаю, как вы можете вести такую жизнь. Я очень организована и вполне самодостаточна. Мне не нужна помощь. Но я признательна вам за участие. Не стоит. До скорой встречи. Всего хорошего. Мистер Олдман. Договор. Я прочла его и одобрила. На каждой странице поставила инициалы, а на последней подпись. Все правильно? Безусловно. Но я не вижу ваших личных данных. Возьмите их из моего паспорта.
Срок его действия истек, и довольно давно. Личные данные не истекли. Вполне справедливые Я замечания. была тогда совсем юная, но для ваших нужд он сгодится. Хочу отметить, что если предметы в плачевном состоянии, их лучше сразу отправить на реставрацию. Вам лучше знать. Это займет определенное время, но позволит включить в оценочный список. Я понимаю. Оказывается, вы красите волосы. Мне отвратительны люди, которые не доверяют своей природе. А я не доверяю людям, которые себе столь высокого мнения, что не решаются высунуть нос за дверь. Сэр, с понедельника я на вилле больше не работаю смотрителем и стану только доставлять мисс Иббитсон покупки. Это меня совершенно не интересует. Это вот ключи вам. Ну и зачем они мне? Так мне мисс Иббитсон велела, чтобы вы могли беспрепятственно осматривать имущество. Будете входить, дверью хлопайте, а то она испугается и запаникует. Агорафобия. Причины и лечение. Я просто голову сломал, пытаясь разобраться в этих деталях, пока не могу сообразить, что с чем совместить. Это не так просто. Нет ничего невозможного. Шестеренки, они ведь как люди. Если долго находятся вместе, то притираются друг к другу в итоге. То есть со временем любое сосуществование становится возможным? Я в этом убежден. Ты напомнил мне о друге, встретившем молодую девушку, которая страдала агорафобией. Боязнь открытого пространства, кажется, так? Именно так. Долгие годы она живет заперти в своем доме. И вот недавно она вручила ему ключи от своего дома. И с того дня он в состоянии перманентной тревоги. Вот о чем я и говорил. Он начнет все время о ней беспокоиться. Думать, не нужно ли ей что? Шампунь, лекарства, колготки, йогурт. Здорово, правда? Не совсем уверен. Пусть ваш друг сохраняет спокойствие. Время уже работает над их шестеренками. Готово, мистер Олдман. Вы сердитесь на меня? С чего бы это? Из-за моего выпада против ваших волос. Отнюдь нет. Я вам звоню, чтобы узнать, если вы пожелаете продать мебель, то следует указать ваше имя, или вы предпочитаете анонимность? Анонимность, анонимность. Хорошо. А я все же видела вас О, по телевизору. я стараюсь избегать интервью, но здесь пришлось. Так вы намного интереснее. Вас ждет большой успех у дам. Далее лот 132. Густав Ред. Портрет женщины со шляпкой. Холст масла 80/100. 1956 год. Уйдет тому, чье предложение лучше. 10 000 фунтов. Фред, есть новости от мисс Иббитсон? Она не отвечает на звонки. Я некоторое время с ней не общался. Слег неделю назад с пневмонией. Кто же продукты ей доставляет? Мисс Иббитсон. Мисс Иббитсон. Мисс Иббитсон, отзовитесь! Клэр! Клэр, что с вами?
Нет, нет, прошу вас, не бойтесь, Клэр. Это мистер Олдман. Послушайте меня, это мистер Олдман. Здесь больше никого нет, успокойтесь. Клэр, ради бога, что произошло? Мне стало дурно. Я не знала, кому позвонить. Никто не отвечал. Потом я упала, ударилась головой. Клэр, откройте! Нужно вызвать доктора! Оставьте меня, пожалуйста, не надо! Прошу вас, нет! Нет! Это здесь сломанных аукционистов чинят? Не знаю, с чего и начать. Рад вас видеть, мистер Олдман. Что-то случилось? Вы более озабочены, чем обычно. Переизбыток древоточцев и паутины при нехватке шедевров. Вот примерный вывод. А как там наша игрушка? Ну, я сумел совместить несколько деталей, но все же чересчур много частей не хватает. Общий вид не складывается. Мы по-прежнему не знаем, что это за персонаж. Как и тот мой друг и его девушка в башне. Да, возможно, но мы-то не видели нашего андроида. И все еще бродим в неизвестности. Как и он. Он говорит с ней, но сквозь закрытую дверь. Закрытую дверь? Да. Стоит кому-нибудь в дом войти, она баррикадируется в своей комнате. То есть он не видел ее лица? Не только он, никто не видел. Ну, это похоже на знакомство по интернету. Сначала люди просто общаются, а потом показываются друг другу. Она показываться не хочет. Возможно, он избрал неверную стратегию. Выходит, моему другу преуспеть в его деле труднее, чем нам с тобой воссоздать автомат-андроид Вакансона. Зависит от того, сколько ржавых деталей вы сумеете раздобыть. Прошу. Вот еще одна. У вас мобильный телефон? А модель-то новая. А я вот устаревшая, не знаю, как им пользуются. Как считаешь, я научусь, пока не пришла твоя девушка? Алло? Добрый вечер, мистер Олдман. Это Клэр Эббитсон. Я помешала вам? Слишком поздно? Нет, нисколько, мисс Эббитсон. Отныне вы можете звонить мне, когда пожелаете. Я хотела поблагодарить вас за все, вообще-то. Нет нужды. Одно только важно, чтобы вам полегчало. Да, осталась лишь небольшая ссадина на голове. Я звоню, чтобы сказать, я посмотрела опись. О, и что вы думаете? Вы проделали огромную работу. Это действительно так. Но меня одолевают сомнения. Я не уверена, стоит ли мне продавать. Что вы посоветуете? Мне трудно сказать, я не знаю ваших планов. Почему вы изначально решили продавать? Возникла необходимость, чтобы зажить новой жизнью или по другой причине? Все вместе, наверное. Я бы и дом продала. Он теперь слишком велик для меня. Иногда я чувствую себя как на городской площади. Мне нужно что-то поменьше. Но сама мысль о том, что придется покинуть дом и переехать куда-то, приводит меня в ужас. Как мне с этим справиться? Завязать глаза или попросить перенести меня спящей? Меня мучают сомнения, я откладываю снова и снова. У вас уйма времени, чтобы утвердиться в своем намерении. Вы полагаете? По крайней мере, пока каталог не напечатан, не нужно себя изводить. Подумайте о своем будущем. Как раз это и изводит больше всего. Когда я думаю о нем, не могу даже работать. Не знал, что вы работаете. Я пишу романы, рассказы и тому подобное. Я хочу их прочесть. Непременно куплю. К счастью для нас обоих, вы не сможете это сделать. Почему? Я издаюсь под псевдонимом и чувствую отвращение к тому, что написала. Всем художникам это свойственно, мисс Эббитсон. Вчера вы называли меня Клэр. Я был в тревоге, не отдавал себе отчета. Извините. Пусть так и останется. Пусть так и останется. Она ему так и сказала. А он что сказал? Он был ошеломлен, но подчинился ее желанию. Как еще он мог поступить? Ну, я бы предложил ей то же самое. Звать меня по имени. Не в его стиле. Да и едва ли мой друг намерен за ней ухаживать. Ну, тогда
Он не вызволит ее оттуда. Не в его стиле. Да и едва ли мой друг намерен за ней ухаживать. Да и едва ли мой друг... Что за гнусный голос? Я думал, он хотя бы желает увидеть ее лицо. Желает не совсем верное слово. Лучше сказать ему любопытно. Вполне понятное чувство. Но вероятность, что это произойдет, приближается к нулю. Ну, наверняка есть способ. Зависит от того, насколько храбр ваш друг. Французское бюро с часами-курантами. Да, Стол, инкрустированный вставками из вяза. его я хотела бы оставить. Что ж, это все. В следующий раз займемся полотнами. Хорошо. И последнее, Клэр. Вам надо решить, будем фотографировать здесь или в студии. Лучше в студии. Не хочу, чтобы в доме толпился народ. Разделяю ваше мнение. Что ж, я удаляюсь. Вам что-нибудь надо? Нет. Спасибо, мистер Олдман. А когда мы увидимся в следующий раз? В смысле, когда вы, Клэр, увидите меня, ведь я лишен такой привилегии. Простите меня. Очень скоро. Всего хорошего. Вам тоже. Поверить не могу. Я ночами не спал, Вирджил. Должен был искупить свою вину, так что... Но как ты добыл ее? Я узнал о финансовых трудностях миссис Дерейн, вот и уговорил ее продать мне картину за 250 тысяч фунтов. Нельзя сказать, что дешево. Ну, я счел цену приемлемой. Ты ведь говорил о миллионах, так что выгоду переоценить сложно. Сколько ты хочешь, Билли? Ни единого пенни сверх того, что я старушке заплатил. Вот сейчас действительно хватку теряешь. Я лишь хочу вернуть то, что утратил. Нашу дружбу, совместную деятельность, звание твоего доверенного сводника. Поставив только на то, чтобы вернуть мою дружбу и доверие, ты проиграл. Поскольку ты ни на минуту не утрачивал их. Грандиозно! Потрясающе! Вы сумели добыть очень важные детали. И вот самое лучшее. Ухо! Серьезный шаг вперед. Согласен? Да еще как! Это поворотный момент. Глядите. Исключительно. Детали начинают притягиваться друг к другу. Да. Как дела у вашего друга? Как скоро ты догадался, что речь идет не о друге, а обо мне самом? Не в первую минуту, если честно. Должен признаться, я пренебрег твоим советом. Об этом было что-то нездоровое, неблагоразумное. Ну что же, я вас понял.
Математическое множество. Шестидневная неделя. Математическое множество. 51 минута в часе. Желаете что-нибудь? На чем еще ты думал? Чай, пожалуйста. Длину окружности. Направление круга. Ваш чай готов, сэр. Периметр окружности. Центр пространства. Площадь сегмента. Удивительно. Превосходно. Вертикальное положение двух сфер. Я принес оценочную опись мебели и полотен. Изучите ее внимательно. Вам надо будет это утвердить. Я в этом ничего не понимаю. Я знаю. Вам придется довериться мне, мисс Иббитсон. Последнее время вы подолгу задерживаетесь в подвале. Поэтому вы замки сменили? Я меняю их каждые полгода. А я всегда проверяю и перепроверяю, сравниваю и исправляю. В особенности разбираю всякий хлам в подвале. Если вы недовольны, объявите мне об этом. Вы найдете ключи на столе. Пожалуйста, возьмите их. Благодарю за доверие. Вас оскорбило, что двери заперты? Только обеспокоило. Вы правы. Я должна была предупредить. Простите. Причина, разрушающая вашу жизнь, выше моего понимания. Ваш недуг до того абсурден, что в него невозможно поверить. Сначала даже моя мать подумала, что я притворяюсь. Мы были за границей. Я не могла пройти между опорами Эйфелевой башни. Страх парализовал меня. Я начала кричать и упала на землю. Тогда я была маленькой девочкой, но потом это повторялось все чаще и чаще. Ей пришлось поверить. А бывали случаи, когда вас не охватывала паника на открытом пространстве? Однажды, во время школьной экскурсии в Прагу, мне было 14. Там есть площадь с астрономическими часами. Я пересекла ее, наверное, раз 100. Она дивно хороша. Я помню ресторан с причудливым декором. Если есть место на земле, по которому я тоскую, так это тот ресторан. Я была там счастлива. Он назывался «Ночь и день». И вы туда не возвращались? Никогда. Поехали сейчас. Я вас с радостью отвезу. Вид у вас не особо довольный, а ведь мы почти у цели. Наш автомат-андроид вот-вот выйдет из тени. Нет, я очень рад, а вот ты неудержим. Сегодня один из тех вечеров, когда чувствуешь себя, как это сооружение. Незавершенным. А почему вы семью не создали? Не обзавелись детьми? Почитание женщин уживается во мне со страхом перед ними и неспособностью их разгадать. Если таково правило, то мисс Иббитсон, по всей видимости, исключение. Боюсь, что так. Так вы ни разу ее не видели? Однажды видел. Да, ну и как она? Полагаю, что интерес к определенному человеку поневоле рождает убежденность, что он прекрасен. Да, в какой-то мере. У нее скоро день рождения. Я хочу ей подарить что-нибудь нужное. Я не думаю, что на нее нужное произведет впечатление. А что же? В первый раз лучше подарить что-то более традиционное. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Здравствуйте. Мистер Олдман, вот в подвале нашел. Вас вроде это старье интересует? О, крепежи большой муранской люстры. Мои коллеги не могли найти их. Дайте мне ключи, я в машину отнесу. Вы очень любезны. Подождите. О, спасибо. Доброе утро, мистер Олдман. Я взял на себя смелость вспомнить о вашем дне рождения. С днем рождения, Клэр. Я ознакомилась с оценочной описью. Вам удалось в ней разобраться? Конечно, суммы смехотворны. Даже недоразвитый понял бы, что его обманывают. Я ведь говорил, что цифры нуждаются в пояснениях. Цены стартовые и возрастают в процессе торгов. А если нет?
Маловероятно, но в этом случае мы избежим потерь, увеличив стоимость предметов наиболее ценных. Авантюра, в которой могу проиграть только я. Вы пытаетесь обмануть меня, мистер Олдман, ради своей выгоды. Подлый вор! С этой минуты я слагаю с себя полномочия. Я распоряжусь, чтобы вам немедленно вернули всю эту дребедень. Окажите мне услугу, пропадите вы пропадом во веки веков. Стайрок. «84-го года, сэр». Алло? Я была совершенно несносна. Я чувствую себя глупо. Все время вынуждена оправдываться. Но мне никогда раньше не дарили цветов. Не знаю, что на меня нашло. Нет нужды демонстрировать душевные муки. Я не сержусь на вас. Каждый мой день рождения был ужасен. А вы с вашим появлением в моей жизни все перевернулось. На днях я спустилась вниз, открыла входную дверь и выглянула в сад. Вы вышли во двор? Нет. Мне было страшно. Ужасно страшно. Но раньше я и этого не могла сделать. Вам нужно, чтобы я приехал? Я уже знаю, что все бесполезно. Появились новые методы лечения. Они могут вам помочь. Я бы лучше поговорила с вами, чем с каким-то психотерапевтом. Мне принять это за комплимент? Да. Вижу, вы выставили портрет танцовщицы. Эту картину я хочу оставить. Ценность небольшая. Это портрет моей матери. Она была моих лет, когда ее писали. Вы похожи на нее? Она была красивее, уверяю. Не могу судить, к сожалению. Ну что ж, Клэр, я пойду. Звоните без раздумий, если вдруг возникнет нужда. Спасибо, мистер Олдман. До скорой встречи, надеюсь. Алло? А, это вы? Нет, я бы вам позвонила. Но оценка мебели оказалась более сложным делом, чем я себе представляла. Да, этим занимается Олдман. Какой из себя? Не такой старый, как можно подумать. Одевается странно, но сохранил некую привлекательность. А главное, я могу ему доверять. Надо же, вы ревнуете? Влюблен? Нет, нет, не думаю. Его пугает моя болезнь.
Как, впрочем, и всех. Нет, нет, нет. Пустяки. Ногу поранила. Созвонимся позже. Кто там? Кто там? Нет, уходите! Прошу, уходите! Уходите! Прочь! Убирайтесь! Уходите! Оставьте меня в покое! Убирайтесь отсюда! Алло. Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста, пожалуйста. Успокойтесь, Клэр. Пожалуйста. Что случилось? Вы должны мне помочь. Помогите. Я приду очень скоро. Пожалуйста, Вёрджил. Клэр, я пришел. Вёрджил! Я здесь. Что случилось? Кто-то в доме! Пожалуйста, прогоните Успокойтесь, их. Клэр, здесь никого Прогоните нет. их. Выгоните их, в доме Успокойтесь, кто-то Клэр. есть. Прогоните! Вы меня испугались, Прогоните. Клэр. Никого не было. Кроме меня. Я остался в комнате, чтобы увидеть вас. Вы шпионили за мной? Вы шпионили за мной? Убирайтесь! Я больше не хочу иметь с вами дел! Убирайтесь! Пожалуйста, Вёрджил, не уходите. Поверьте мне, я не веду себя так в обычной жизни. Я тоже. Я знаю, я совершил множество ошибок. Но ни за что в жизни я не причинил бы вам боль. Просто я не смог справиться с собой. Я должен был вас видеть. Видел бы ты ее? Бледная, словно Сафорта Дюрера. У нее взгляд существа, крайне напуганного вселенной. Я наблюдал в ее глазах отражение собственного страха. Любой человек на Земле рад был бы испытать тот же страх. Ты совершил чудо? Пока рано говорить об этом. Будьте осторожны. Вот так ошибки и совершаются.
Если вы решили, что добились женщины, значит, выпустили из-под контроля стратегию. О какой стратегии ты ведешь речь? Не переставайте удивлять ее. Делайте то, что она не могла бы предвидеть. Поддайтесь азарту, рискните. Ты хочешь, чтобы я делал то, что мне не свойственно? Вот поэтому вам и нужно все это делать. Ведь если вы по ее правилам будете играть, то вынудите ее быть пациенткой. А вы должны обращаться с ней как с женщиной. Ну как, вам нравится? Не знаю. А вы что скажете? Оно смотрится на вас чудесно. Возможно, чуть великовато. Да. И я так думаю. Я уже давно не получала таких подарков. Время пришло, вам не кажется? Не знаю. Я немного растеряна. Простите, я не могу. Что? О, ну конечно. Извините, я не догадался. Я не уверена, что заслуживаю это все. Позвольте мне самому судить. Они застрелятся, если мы не назначим дату аукциона в Стокгольме. Это очень далеко. Пусть себе стреляют. Нужно внести в график встречу с директором Эрмитажа и аукциона в Сан-Франциско и Мадриде. Это тоже. Чересчур далеко. Мы не можем отменить их так, в последний момент. А у аукционистов столько на свете, другого найдут. И обойдется дешевле. Как угодно, мистер Олдман. Ламберт, а вы женаты? Да. Скоро 30 лет. Ну и как это? Жить с женщиной. Это как участвовать в аукционе. Никогда не знаешь, твое ли предложение лучшее. Это, пожалуй. Хороший выбор. Что скажете? Я теперь привлекательна? Бесспорно. Справились прекрасно. Вы лжец. Клэр. Я не красилась целую вечность. Я вы совсем забыла, слегка что нужно утратили делать. Я навык. выгляжу как Ничего монстр. ужасного, поверьте мне. Немного практики, и все будет чудесно. И мы пойдем на ваш аукцион. И на прием, где будет элегантная публика. И самый изысканный ресторан в мире. Вот она причина всех этих подарков. Так, Вирджил? Для того, чтобы я быстрее выздоровела и куда-то с вами вышла. Правильно? Клэр, ну зачем вы так? Давайте поговорим. Да, может, наши шаги были неверны, и я немного поторопился. Не нужно, не вини себя. Она всегда почему-то умудряется разрушить все, что я создал. Роберт, моя тетя опять исчезала. Ты шутишь. Извините, мы нашли ее в Центральном парке. Сочувствую, Терри. Напрасно мы перенастраивали эту штуку. Если
Честно, проще взять новое устройство. У него более широкий радиус действия, она может уходить как угодно далеко, а ты ее не потеряешь. Только комп не забудь перенастроить. Это мне под силу. Ты ангел. Спасибо. Да не за что. До завтрашнего вечера? Да. Хорошо. Пока. Вам нужно найти то, что ее воодушевит, и в то же время вселит уверенность. Все идеи она отвергает, считая, что это скрытый способ лечить ее. Может, пригласить ее на ужин? О да, в ресторан в Копенгагене. И в самый романтичный момент вечера, при зажженных свечах, вы скажете, что она намного красивее своей матери. Да, а после ужина ты выпьешь с нами кофе? Выпью, если вы меня пригласите. Шутки в сторону, я бы хотел, чтобы ты увидел ее. Услышал, как она говорит. Уверен, что ты скорее поймешь эту женщину. А кто сказал, что мы с вами шутим? 129 403. Ваше шампанское. Посмотрим, Благодарю. сможешь ли ты посчитать Вам выигрыш. спасибо, сэр. 12 миллионов 624 тысячи 831.333. Вы ослепительны, Клэр. Вы подготовили все это? Я вполне бы мог заняться дизайном интерьеров. Вы все чудесно устроили, Вёрджил. Спасибо. Нельзя выразить, как давно я мечтал провести с вами время. В каком-нибудь тихом месте, подальше от безумной толпы. За ваш покой, Клэр. За вашу иронию, Вёрджил. Наконец-то я могу сказать вам, Что? что вы намного прекраснее той танцовщицы. Ужин подан. Прошу, садитесь. Спасибо. Но предупреждаю, официант из меня невысокого класса, так что никаких гарантий. Я готова рискнуть. Весьма опрометчиво. Почему? Ведь если обслуживание вам не понравится, в следующий раз столик придется заказывать в лучшем ресторане города. Не будем портить вечер, Вёрджил. Пожалуйста. Ни слова обо мне. Договорились. Вместо этого я хотела бы услышать историю вашей жизни. Знаете, Клэр, в ней не было ничего примечательного. Родители умерли, и мальчика увезли в ужасный приют. Единственное отличие в том, что монашки в наказание заставляли ребенка помогать реставратору, чья мастерская была в том же учреждении. Как здорово. И так ему нравилось наблюдать за мастером, что мальчик стал проказничать чаще, вследствие чего и в изыскании получал все больше. Он познакомился с произведениями искусства, различной техникой рисования, научился подлинник от копии отличать, ну и прочее, прочее. На днях в интернете я обнаружила вашу давнюю статью. Вы написали: в любой подделке всегда скрыто что-то подлинное. Что вы имели в виду? Копируя работу другого человека, художник не может удержаться от искушения внести что-то свое. Часто это какой-то пустяк, незначительная деталь. Случайный, казалось бы, мазок кистью, в котором копиист неизбежно выдает себя и обнаруживает собственные и уже, конечно, истинные чувства. Как же хорошо вы говорите. Трудно быть более убедительным. Да, прирожденный обольститель. То есть экзамен сдан? На 5 с плюсом, с 2 плюсами. Дружище, извини, что забросил тебя. Ты ни слова не сказал о самой Клэр. Если бы я не знал о ее проблемах, счел бы ее абсолютно нормальной женщиной. И она, кстати, намного привлекательнее, чем вы описывали. Правда, я сражен. Хочешь заставить меня ревновать? Если позволите совет, Вёрджил, молитесь, чтобы девушка не выздоровела. Мистер Олдман, вы хотите эти лоты отдельно представить? Нет, вместе, только так. Это существенно. Доброе утро. Вносите. Чем я могу вам помочь? Я насчет Роберта. Что случилось? Не нужно бояться, говорите.
У нас с ним что-то разладилось. Вот в чем проблема. Столько девушек вертится вокруг него. Наверное, я боюсь потерять его. Я могу сделать что-то? Может быть, поговорить с ним? Вот уже неделю он без конца твердит о какой-то Клэр. Последний. Клэр? Не знаю, кто это. С ним надо постоянно быть настороже. Постоянно. Это и к вам относится. Чувствую себя идиоткой. Обещайте, что не скажете ему ни слова. Обещаю. Вы давно уже ждете? Я был неподалеку. Надо было звякнуть, не пришлось бы ждать. Я хотел поговорить с тобой лично. Что-нибудь случилось? К тебе сегодня заедет мой помощник. Пожалуйста, отдай ему вакансона, как он есть. Ладно, как вам угодно. Объяви ему стоимость работы. Он тут же заплатит. Я заслуживаю какого-то объяснения, вы не считаете? Ты не столь разумен и благонадежен, как я о тебе думал. Странно видеть их в идеальном состоянии, так начищенные. Словно и не мои. Надеюсь, мы ничего не упустили. Кое-что упустили. Как вы могли провести здесь лучшие годы жизни, моя дорогая? Не знаю. Не знаю. Но так было правильно. Было? И есть. И все время будет. Всю жизнь. Вам нужно отсюда выйти. И выйти отсюда вы должны сами. Я не настолько отважна. Это паутина, из которой я никогда не смогу выбраться. Старая коллекция отца, которой он очень дорожил. Не понимаю до сих пор, что это. Алло? Доброе утро. Да, я почти закончила, но хочу переделать последнюю главу. Более оптимистичный финал. Если это все, что вы хотели. Да, я позвоню вам. Спасибо. Я бы не исключил, что это часть чего-то ценного, но чего именно, мне пока неизвестно. Я часто думаю. О чем? Чем вы больше увлечены? Мебелью, полотнами или мной? Как вы можете говорить такое? Я не должна была впускать вас сюда. Не должна. Я нашел нужные фрагменты. Ты готов к тому, чтобы завершить работу? Но это уже не моя проблема. Я видел Сару. Она очень расстроена из-за ваших отношений. И вы пришли, чтобы дать мне совет? Совет тому, кто в этом вопросе эксперт? Можем продолжить с того, на чем остановились. Но при двух условиях. Первое. Никогда больше вы не впутываете меня в свою личную жизнь. И второе. Вы это забираете. Я не из-за денег работал над вашим автоматом.
Я его привез, он в машине. И новые детали тоже? Тебе придется еще немного потерпеть. Это связано с твоим первым условием. Нет, не знаю и ничего не хочу знать. Но если бы вам предложили выбор между Клэр и автоматом сегодня, что бы вы сказали? Это, пожалуйста. Изысканнейший выбор, мистер Олдман. Если не подойдет по размеру, пожалуйста, передайте даме, что она может зайти в любое время. Передам. Благодарю. Клэр, это я. Клэр, я принес ланч. Клэр! Клэр, отзовись! Клэр! 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 Вы здесь внизу? Извините, кто-нибудь из вас видел молодую женщину, выходящую из ворот виллы напротив? Я никого не видел. Кто-нибудь видел кого-нибудь выходящего с виллы? Среднего роста, молодая, светлые волосы, немного бледная. 230. Я вроде ее видел. Да? Как она выходила, я не видел, но видел, как шла от ворот. Давно? Утром, во время завтрака. Что вы еще можете сказать? Не знаю, что сказать. Она была какой-то чудной. Чудной? 231. Куда она пошла? Налево, в сторону парка. 231. Алло, Вёрджил? Она ушла. Кто, в чем дело? Клэр ушла с виллы. Шутите? Я всюду ее искал. Ее видели, как она утром уходила. Так, спокойно, хотите, я приеду? Пожалуйста. Раньше такое случалось? Какое там? Она и в окна-то не выглядывала, ставнями закрывала. Друзья у нее были, к кому-нибудь она могла уйти в гости? Она все время сидела за компьютером, общалась с кем-то под разными именами. Если она и вышла, то бродит где-то рядом. Да, будем надеяться. Я уже трижды все тут обошел. Алло. Мистер Олдман. Слушайте, Ламберт, мисс Иббитсон не звонила? Нет. Если позвонит, срочно дайте знать. Непременно. Мистер Олдман, не хочется думать, что вы забыли. О чем забыл? Начинаем, прошу вас. Лот номер 1. Позднее барокко. Венецианское зеркало. Середина 18 века. Золоченая деревянная рама. Инкрустация в орнаменте цветочные мотивы фестоны. Верхняя рама украшена. Рама украшена инкрустацией в виде листьев, орнамент, цветочные мотивы и фестоны. В верхней раме множество завитков. Стартовая цена 130 тысяч евро. 140 тысяч евро. 150 тысяч джентльмен слева. 160 вижу даму в конце зала. 170 тысяч евро. 180 тысяч евро по телефону. 200 тысяч джентльмен прямо по курсу. 220 тысяч. 250 тысяч по телефону. Пока ничего, мистер Олдман. Я продолжу искать здесь, а Роберт пойдет дальше. Хорошо. Позвоню позже. Хорошо. По-моему, он не в себе.
280 тысяч. 310 тысяч. Кто больше? Продано. Вёрджил, я обзвонил больнице, но пока ничего. Продолжай поиск. Мы найдем ее. Буду на связи. Хорошо. Лот номер 2. Великолепный гардероб немецкого мастера, 17 век. Орех, дуб, клен, ясень. Резная отделка вокруг инкрустированных полос. На 2 дверцах гравировка с архитектурными мотивами. 3 спиральные сужающиеся колонны на боковых поверхностях. Выдвижной ящик на круглых ножках. На круглых ножках. Остается только звонить в полицию. Тогда все попадет в газеты. Я буду втянут в это. Давай подождем. И что, по-вашему, случится? Она позвонит. Или вернется. Или ее найдут. Где бы она ни была, человек с ее проблемами не может пропасть без следа. Но это еще неизвестно. Неважно, как безнадежна ее болезнь, порой фобия может исчезнуть сама по себе. Но почему она сбежала? Может, между вами что-то произошло? То, что спровоцировало такое решение. Тебе-то уж известно, что такое невозможно. Ты единственный человек, кто посвящен во все, что происходило между нами. Извините. Алло. Простите, мистер Олдман, я обзвонил всех существующих издателей, но никто из них ее не знает. Все как один уверяют, что часто им неизвестно, кто скрывается под псевдонимом. Никогда я предположить не мог, что ты попадешь в подобную ситуацию, даже не зная, чем тебе помочь. Тебе нужно было только выслушать. Учитывая состояние девушки, кажется маловероятным, что она взяла и сбежала. Я бы сказал, не знаю. Может, ее похитили? Что-то в этом роде? Сомневаюсь. Не думаю, чтобы она завела врагов. Разве что кто-то потерял от нее голову настолько, что увез ее силой. Но кто? В последнее время я не очень доверяю Роберту. Юноша? Судя по описанию, он вовсе не такой. В литературе подобных примеров хватает. Юный рыцарь вызволяет свою даму из лап старика, неспособного любить. Вот именно. В литературе. Не перегибай палку, Вёрджил. У нее могли быть свои причины для того, чтобы исчезнуть. Я даже не представляю, что за причины. В последнее время она испытывала такие чувства и эмоции, которые к бегству не располагают. На твоем месте я бы не был так уверен. Человеческие эмоции, как произведение искусства. Их нетрудно подделать. Иногда они только кажутся подлинными. А приглядишься – фальшивка. Фальшивка? Что угодно можно подделать, Вёрджил. Ненависть, боль, радость, болезнь, выздоровление и любовь. Алло? Послушайте, Вёрджил, мы тут вот о чем подумали. Вы уверены, что на вилле нет других тайных комнат? Не помню, чтобы были двери вроде той, что ведет в комнату мисс Иббитсон. Клэр! Мы не проверили только одно место – чердак. Пойдемте. Вы знали, что мисс Клэр писательница? Родители ее вроде упоминали. Она публиковалась под псевдонимом? Не имел понятия. По правде говоря, самих книг я не видел. Не думаю, чтобы она их в доме держала. Клэр! Мы зря время теряем. Других тайных комнат тут нет. Нужно... Клэр!
Клэр! Клэр, я знаю, что вы там. Ответьте мне. Вы вернулись. Вы вернулись. Вернулся, разумеется. Вы боялись, что не вернусь? Я думала, вы покинули меня. Как в прошлый раз, Как в прошлый раз? когда мы были в Праге. Клэр. Я никогда вас не покину. Я была счастлива в Праге, в том странном ресторане. Я была там с моим первым и единственным. Он был старше меня. Мы вернулись в тот день с экскурсии и отправились вдвоем гулять по центру города. В нас врезалась машина. Когда я пришла в себя, его уже не было. Я вернулась домой и никуда больше не выходила. Я никогда не спал с женщиной. Собственно, я и сегодня не сомкнул глаз. Провел всю ночь, просто глядя на нее. Это было чудесно. Добро пожаловать в мужской клуб. Вам удалось влюбить ее в себя. Ты хороший учитель. Я понял, где он скрывал лилипута. Он соорудил небольшую подставку. Вот здесь. На ней сидел скрючившись карлик, а его голос реверберировал в теле андроида. Это производило сильное впечатление. Роберт, ты веришь, что любовь может быть подделкой? Ну, если вспомнить ваши слова о подделках в искусстве, она не может быть полной подделкой. Если только любовь можно отнести к искусству. А что, было бы забавно, да? Ее можно было бы выставить на аукционе и за лучшее предложение пережить величайшую любовную историю. Надеюсь, я не разрушил твою любовную историю с Сарой. Да, не берите в голову. Ну что же, клапан, 2 шарнира, предохранитель, и он будет как новенький. Как в свой первый день. И что же вы собираетесь делать? Хочу ее выманить оттуда. Я бы на вашем месте не стал на нее давить. Она слишком хрупка. Отпустите ситуацию, и все само собой устроится.
Алло? Вёрджил? Вёрджил, это вы? Почему вы говорите, что не любите его? Я не чувствовал себя в нем как дома, больше как в отеле. Приходишь вечером, засыпаешь, если можешь, и утром снова уходишь. Вернемся назад. Дом, похоже, планировался для большого числа гостей? Да, но планы не осуществились. Был всего один прием. Я был столь недоверчив к другим людям, что и близко не подпускал их к своему личному отелю. Я был глуп. И поныне я расстраиваюсь, видя, как по моему дому разгуливает прислуга. И после ужина отпускаю всех домой. Я, безусловно, права, мы с вами похожи. Да, вы правы. И благодаря вам я это понял. Куда вы меня ведете? Скоро узнаете. Закройте глаза. Я скажу, когда открывать. Не пугайтесь, я держу вас. С самого детства не люблю играть в жмурки. Осторожно, порожек. Не торопитесь. Мы уже пришли. Стойте здесь. Откройте глаза. Поверить не могу. Это удивительно. Я собирал их всю свою жизнь. Выходит, я не первая. У вас были и другие женщины? Да. Я любил их всех. И они любили меня. Они научили меня ждать вас. И теперь, когда вы здесь, мы приглашаем вас жить с нами и превратить этот прекрасный отель в свой дом. О, Вёрджил, что бы с нами ни случилось, вы должны знать, что я вас люблю. Я тоже вас люблю. Каталог для аукционной продажи мебели и полотен с виллы Ибетсон уже готов. Поздравляю, Вёрджил. Он Очень вовремя. такой объемный. Кто может купить все эти чудесные вещи? Ой, простите. Я с нескрываемым волнением жду твоего заключения.
Что, не годится? Нет, просто... С тех пор, как я решила перебраться к тебе, меня не покидает мысль, что я не хочу ничего продавать. Я хочу оставить все, как было. Я согласен. В самом деле? Поверь мне, я бы сделал то же самое. Завтра все будет возвращено на виллу. О, здорово, Вёрджил, класс! Так ему и надо. За самый мучительный и самый успешный каталог в моей карьере. Да, этим все сказано. Да. За вас. И раз вы теперь моя семья, я хочу объявить о важном решении. Я поеду на аукцион в Лондон. Он станет лучшим в моей карьере и последним. В последнее время он появляется в обществе женщин. Неужто? Да. Наконец до него дошло, что худшее сексуальное извращение – это воздержание. Как ощущения перед последним выходом на сцену? Лучше не бывает. Сам воздух напоен предвкушением. Все мои коллеги пришли меня проводить. А, как мило с их стороны. Этот взрыв симпатий вызван тем, что им больше не придется меня терпеть. Как бы ты ни было, я счастлив, Клэр. Сожалею, что тебя здесь нет. Я тоже. Но я пока не готова путешествовать. Мне вчера стало дурно в машине. Не нужно отчаиваться. У нас будет время для путешествий. Мы готовы, мистер Олдман. Иду. Общаешься с молодыми друзьями? Постоянно. Они не оставляют меня одну, так что не беспокойся. Хорошо, передай им привет. Тебе нужно идти? Да. Скорее бы вернуться домой. Удачи, мой дорогой. 12 миллионов 100 тысяч фунтов. Кто больше? 12 миллионов 300 тысяч фунтов. Еще предложение? По телефону 12 миллионов 500. Кто больше? 12,5 миллионов. Продано за 12 миллионов 500 тысяч фунтов стерлингов. Леди и джентльмены, я прощаюсь. Спасибо вам, мистер Олдман. Благодарю вас. Чрезвычайно тронут. Разрешено здороваться с тобой на публике? О, Билли. Ты был великолепен, друг мой. Счастлив за тебя. Но буду скучать. Ты говоришь так, как будто мы больше не увидимся. Увидимся, конечно. Но меня охватывает ностальгия при воспоминании о наших подвигах. Ты справишься. Верджил, чтобы напоминать тебе, сколь великим художником мог бы я быть, поверь ты в меня, я отправил тебе свою картину. Обещаю, что я ее не сожгу. Мистер Олдман. Клэр! Я вернулся! Есть кто дома? Вы видели мисс Клэр? Нет, сэр. Клэр! Где ты? Клэр? Мистер Олдман, должно быть, она ушла. Вчера было то же самое. Сара и Роберт ее увезли, и к обеду все вернулись. Понятно.
тебя скрыто что-то подлинное. Доброе утро, мистер Олдман. У вас сегодня посетитель. Какая радость. Смотрите, кто это тут? Здравствуйте, мистер Олдман. Я принес вашу почту, газеты и еще журналы. А несколько дней назад на виллу напротив привезли мебель. Вы не заметили? Кажется, было что-то. Отсюда мне мало что видно. Узнайте у нее. Клэр, этот господин хочет тебе что-то сказать. Да. А 2 дня спустя пришли другие рабочие и все снова увезли оттуда. 2 дня спустя? За 18 месяцев 3 раза привезли, 3 увезли. Я недавно был здесь. Вы помните? 9. Что 9? Вы были здесь 9 раз. Сегодня пришли в 10-й. А вы видели, как женщина покидала виллу? Светлые волосы, молодая, немного бледная. Да. Тот раз 231-й. Вы уверены? Потом еще 6. За эти 1,5 года она выходила оттуда всего 237 раз. А я что говорил? Она феномен. Помнит абсолютно все. Это невозможно. Вы были на вилле 63 раза, 36 днем и 27 ночью. Кроме ночи, когда был несчастный случай. 144. 144? Телефон, по которому звонят в скорую. Сейчас вилла свободна. Если вас интересует, могу сдать на выгодных условиях. Кому она принадлежит? Мне. Но я не знаю, что с ней делать. Чаще всего я сдаю ее киношным людям. Киношным людям? А последние 2 года я сдавала ее инженеру. Он сделал лифт, который поднимает меня до квартиры. Очень милый парень. Он все может сделать. И чинит что угодно. И он всегда целует меня. И цветы мне приносит.
Вёрджилу с любовью и благодарностью. Билли. Прошу вас. Мы обставили все так, как вы просили. Завтра доставят ваш багаж. Позже я передам вам экземпляр договора. Если что-то еще понадобится, пожалуйста, звоните в любое время. Что бы с нами ни случилось, вы должны знать, что я вас люблю. Ночь и день. Вы обедаете один? Нет, я жду одного человека.
Изабелла Кокуца и Артуро Пальо представляют фильм производства Пако Кинематографика совместно с Warner Brothers Entertainment Италия. В главных ролях Джеффри Раш, Джим Стёрджес, Сильвия Хукс, а также Дональд Сазерленд, Филипп Джексон, Дермат Краули. Оператор Фабио Замарьян. Художник Маурицио Сабатини. Композитор Эннио Морриконе. Продюсеры Изабелла Кокуца и Артуро Пальо. Автор сценария и режиссер Джузеппе Торнаторе. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании «Каскад Фильм» в 2013 году. Режиссер дубляжа Ярослава Турылева. Звукорежиссер Екатерина Ларченко. Русский синхронный текст Ольга Клюшникова, Светлана Ахмеджанова. Ассистент режиссера Ирина Веникова. Роли дублировали Борис Клюев, Екатерина Виноградова, Александр Гаврилин, Петр Табелевич, Владимир Левашов, Сергей Вещев, Елена Сванидзе и другие.